Друзья мои, всем привет! Спешу вам рассказать историю этой чумасшедшей, красивенной, на мой взгляд, на мой вкус, орхидеи. Девочки, наконец-то это свершилось. У меня зацвела Джулия, девочки. Это сумасшедший восторг, сумасшедший. Не сумасшедший аромат, который я ожидала, пока я его практически не слышу, но восторг сумасшедший, потому что я несколько лет ждала, когда у меня она зацветет. Девочки, я ее купила с рук несколько лет тому назад. Она у меня тут немножко болела, я ее максимила, штукатурила. В общем, посажена она у меня в орхиату. Стоит в таком подстаканнике, надо помыть его. В общем, девочки, я, так сказать, уже потеряла всякую надежду. Ну вот, вы мне правильно, девчонки, писали, что Аня, жди, когда она заполонит весь горшок корнями, а корни растить она очень-очень любит. И, возможно, она подарит тебе свое незабываемое чумасшедшее цветение. Девочки, спасибо вам за то, что вы меня обнадежили. Вселили в меня надежду, она действительно зацвела. Она год назад выдала вот этот ничего не обещающий цветоносик, вот этот маленький. И потом она его затормозила. Но в этом году она его продолжила и нарастила всего лишь один бутончик. Но какой? Девочки, что-то она сильно бледная. Она желтее немножко. Вот она пожелтее. И дала она два новых цветоноса. Вот этот и вот этот. Короче говоря, эта штучка ампельная. Видите? Да, там пониже цветоносики. И на каждом из цветоносиков здесь, значит, 4 бутошки. Вот два еще не распустились. Вот видите, два цветочка распустились. Цветочки, девочки, очень смешные. Кракозяблики я их называю. Девочки, они ярче. А ну-ка, если я включу вспышку, может, будет так виднее. Они более яркие, более желтые. Но она ярче на самом деле. Что-то что со вспышкой, что без вспышки. Короче говоря, вот тут еще бутончик один. И вот с этой стороны там что-то какой-то маленький был бутончик. Вот он, вот, видите, вот он только-только начинает развиваться. В общем, девочки, я вам так скажу. Мой младший сын сказал, что это такое. Вообще, говорит, это разве, говорит, орхидея? А супругу моему понравилось. Он говорит, вообще мне нравится всякое такое. Понимаете? Всякое такое необычное, нестандартное. Я смотрела видео на YouTube, когда она не цвела, еще не собиралась. Тут, кстати, на этом цветоносике тоже, видите? Кстати, это какой-то странный вот тут бутон, непонятно, что-то тут оно. Это так она как-то так, что-то она... Я не знаю, девочки, что это такое. Что-то растит, не знаю что. Но это бутон явно. А что вот это, понять сложно. Ну, не знаю. Ну и на том спасибо, так скажем. 5 цветочков пока есть, и на том спасибо. И, в общем-то, я смотрела у Архаманов цветение Джулии и домашнее цветение. И, кстати, вот такое немногочисленное. Есть, конечно, каналы там, где есть пышное цветение этого сорта, но оно достигается за счет того, что она наращивает много деток. И вот когда, друзья мои, будет много пристволовых деток, и каждая детка даст цветоносик, а то и 2, а то и 3, тогда это вообще фееричное цветение получается и мамки, и деток. И вообще замечательно. Ну, думаем, что мы тоже этот момент когда-то настанет, и с нами такое произойдет. Но пока еще не деткуется, девочки, она, видите, не деткуется. Так, а что там такое зелененькое, я не могу понять. Это корень. Корень закуклился и раскукливается. Это я ее, короче, девочки, видите, я вам уже рассказывала. Я ее решила брызгать, я ее хорошенько пробрызгала, и она у меня начала, в общем, шея начала пропадать. Я тут взялась
за разные средства, и Максим, и прочее. И корни тут пожгла, но потом корень, который я пожгла Максимом, кстати, Максим, вот когда наносишь неразбавленный на корни, если он попадает, то корни, девочки, подгорают, засыхают. Филамен не выдерживает натиска. Тут вот что-то там пытается расти. Ну, в общем, она красотка еще та. Вот тыльная сторона. Джулия, Юлия, Юлия. Она, в общем-то, кучеряшка еще та. Джулия кучеряшка, значит. Ринг еще ее зовут. Ну, такой, знаете, не сильно яркий цветочек, но его форма просто космическая. Такой, знаете, такой кракозяблик. Ну, в основном орхидеи плюс-минус похожие, а здесь кардинальное отличие, необычная такая, ну вообще классная. Мне, девчонки, она очень-очень симпатична. И знаю, что многим не нравится этот сорт, а мне нравится. И вот жду ее аромата. Девочки, напишите в комментариях, что вы там слышите, у кого есть, у кого цветет, как часто вы там ощущаете аромат, на каком этапе. То, что бывает, что орхидея должна до определенного возраста дорастить этот цветочек, до определенного, неправильно сказала, не возраста, а размера. И тогда начинает уже привлекать насекомых ароматом. Но пока я что-то не улавливаю. Или ковид оставил прошлогодний след, и тонкие запахи не улавливаю. Ну, что-то так вроде как-то вот мозг пытается распознать. Ну, может быть, потому что мало цветочков. Ну, классная. Посмотрите на эту губку, девчонки. Прям юбочка такая. Танцующие куколки. Жалко, что она вот как-то вот... Камера передает ее какую-то, знаете, не яркую. Но она ярче, девочки. Вот поверьте мне, она более желтенькая. Что ж такое? Непонятно. В общем, она меня порадовала. Я довольна. Я ж ее с рук купила у девочки вообще малышкой. Она такая маленькая. Либо девочка детку отсоединила, либо у нее что-то с ней произошло. Но она приехала очень-очень небольшая и с небольшим количеством корней. И вот мы года 2-1,5 мы росли, мы наращивали нашу елочку. Мне кажется, вот эта верхушка уже у меня. И вот она, когда приболела, видите, какие маленькие листики дала последние. Ну ничего. А это тут прям посерединке такой из горшка выглядывает. Девочки, вот эти цветоносы у Джулии срезать не надо. Она когда отцветает, я там посмотрела у любителей, орхолюбителей, как я говорю, у орхозависимых, у счастливчиков, у орхозависимых, когда есть какая-то такая приятная зависимость, это хорошо. В общем, отцветает. Вот это оно не эстетично, но должно оставаться, потому что через время, там месяц, два, три, продолжает и опять наращивает цветочки на кончиках. Так что, вот у меня, кстати, Лас-Вегас так себя ведет. Он тоже, оставляю вот эти цветоносы, он их не засушивает, и потом кончики все продолжает, и получается какое-то бесконечное фееричное цветение. Потом дает новые цветоносы, и это точно так же. В общем, девочки, возможно, что в следующем сезоне где-то еще выстрелят цветоносы, и плюс эти, если останутся, и получится тогда больше цветочков. Так что вот так. Кому нравятся такие кракозяблики, ставьте лайкосики. Я все собираюсь вам ее показать. И смотрю, осталось тут пару бутошек. Думаю, ну покажу вам уже и бутончик покажу. Видите, какой бутончик, девочки? Вот он такой вот, прям вот сквозь стенки бутона видно, что будет вот этот вот орнамент, вот этот краб. Видите, какой он в бутоне, да? Прикольно. И, кстати, бутончик такой, знаете, продолговатый. Девчонки, давайте я у школьника своего возьму линеечку, я вам замерю размер цветочка. По диагонали, по горизонтали, по вертикали. Так, девочки, маленькой линеечки не нашла.
Ну, возьмем вот такую вот побольше. В общем, девочки, 6 сантиметров в горизонтали. Ну и, как обещала вам, диагональ. И 6 сантиметров по диагонали. Короче, девочки, 6 на 6. 6 на 6. Правильная форма. Все параметры соблюдены. Вот такая вот корсопета теперь у меня цветет. В общем, девочки, не знаю, как долго она будет цвести по времени, как она долго держит цветочки, без понятия. Мы пока что еще на этапе начала цветения. И если вы имеете в коллекции этот сорт и что-то интересное наблюдали за этим сортом, что-то необычное, пишите, ну кроме корней, конечно же, количество, пишите под видео, нам всем будет интересно, не только мне, всем зрителям моего канала будет интересно почитать ваш опыт. Ну, видите, в орхиате растет неплохо. Конечно, я заметила, она быстро у меня пересыхает. Все-таки, девчонки, наверное, ей нужна более влагоемкая посадка. Хотя, кто знает, кто знает. Вот цветет же, растет и так. Но орхиата такая, она, знаете. Там у меня внизу, это я бутылку обрезала, надо помыть. Внизу, когда я проливом поливаю, внизу скапливается вода, там нижние корешки, как фитильки, уже работают, но пересыхает достаточно быстро, девочки. Я ее частенько поливаю, но потому что нету там даже вижу кусочек пеностекла, нету там, если бы мох был, ну вот какой-то мох есть, но там случайно попавший кусочек туда. Думаю, если было бы больше влагоемких компонентов, может быть, ей было бы веселее, кто знает, кто знает. Ну, посмотрим, посмотрим. Сверху мох я не ложу, девчонки, потому что, ну, тут что-то я пыталась когда-то. Ой, надо убрать. Это что-то ужас какой-то. Надо, может быть, нового мха положить. Вот, точно, я положу сюда новый мох. Но близко к шее не хочу, потому что шея все-таки у нее такая, девочки. Имейте в виду, что шея нежная. Вот учитывая мой опыт, видите, шея нежная. А где-то я вам хотела аж показать этот корень. Вот он какой-то корень обожженный, по-моему, вот этот, который красный. Он вообще пропадал, а потом вроде как продолжил свой рост. Есть сухие корешки на поверхности. Ну, в общем-то, интересная дамочка. Хочу, конечно, уловить ее аромат. Ну, может быть, в солнечный день. Сейчас нету солнечных дней. Вернее, они есть, но очень редко. Девочки, стоит под подсветкой на стеллаже. Вот она именно нету мест на подоконнике. У меня очень узкие подоконники. Там буквально меньше сантиметров 7 не помещаются горшочки. Поставила бы, но не помещаются. Но на стеллаже, сейчас вот когда света нету, подсветки нет, ну, обходится. То есть получает свет чисто от окна в метре, не сильно много света. Только когда работает подсветка, это может быть очень мало. Может быть 3-4, максимум 6 часов в сутки. Даже меньше. Ночью я не оставляю подсветку, потому что старший сын там спит. Если оставлю подсветку на ночь, на какие-то 3-4 часа, ну, будет мешать ему отдыхать. Короче, девчонки. Вот такая вот прелесть. Там как-то видела видео с этим сортом и говорили, что в основном показывают цветение Джулии только в купленном виде. То есть купили цветущую, показали, поохали, поахали и все. И как бы тяжело ее зацвести. Девочки, ну вот зацвела. Пишите, у кого цветет, а у кого проблемы с цветением. Будем разбираться, почему. Не знаю. Но вот у меня вот так вот в таком вот горшке, вот с такими дырками, просто в орхиате. Я вот мне даже, ну там, конечно, никаких торфяных стаканчиков нету, ничего, она ж посажена мною. И смотрите, мне кажется, что вот она как любит свет, видите? Мне кажется, что там в середине, наверное, корней столько нет. Вот они к стенкам, видите, растут. Вот это я заметила, что много корневой возле стенок. Я, кстати, по ней и ориентируюсь. Вот вылез корешок и засох наружу.
сильно много воздуха. Так что любит все-таки увлажняться. Я ж так подумала, что раз она любит увлажняться, как начала ее брызгать, и вот добрызгалась. Потому что листва, девочки, очень такая нежная. Надо, чтобы был обдув. Если брызгаем, то надо такие сорта, у которых елочка, надо, чтобы оно продувалось. А я побрызгала, поставила на стеллаж, и что? Оно там себе затекло, и все. Такая она у меня маленькая. Видите, еще мало пар листьев. Вот эти листья были травмированные, я пообрезала изначально. Ну, надеюсь, что она нарастет. Видите, она так нагинается в сторону окна. Какая бы подсветка ни была, они все стремятся к окошку. Все, друзья мои, обнимаю вас. Всем красиво цветущих и здоровых орхидей. Всем всего самого наилучшего. Жду ваши комментарии под видео. Мне всегда интересно почитать ваш опыт по уходу за каким-либо сортом определенным. Ну, потому что все-таки в процессе ухода возникают, вот этот опыт, он возникает в процессе ухода. И когда мы ухаживаем, мы подбираем, мы смотрим, что нравится сорту. И давайте делиться в комментариях своими наблюдениями и будем улучшать, так сказать, уход за этими красотками. Будем стараться сделать их содержание оптимально приближенное прям к естественному. Ну, хотя это гибриды, девчонки. В природе их не найдешь. Как ни крути, это не природники, гибриды. Ну, хотя бы постараемся минимизировать риски и сделать их жизнь возможную, цветение возможное в наших условиях. Все, друзья мои. Всем пока-пока. Всех обнимаю. Чмоки-чмоки.